Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить простые и вкусные творожные ПП куличи. Эти куличи отличаются от дрожжевых простотой приготовления, меньшей воздушностью и большей влажностью. Их точно нельзя назвать сухими. Единственное их сходство с дрожжевыми куличами – обилие вкусных сухофруктов внутри. Лично для меня и для моей семьи такой вариант однозначно вкуснее классического. Также в этом видео я покажу еще один вариант глазури для куличей, которого еще не было на моем канале. Первым делом подготовим орехи и сухофрукты. У меня здесь 60 грамм грецкого ореха. Нарезаю его небольшими кусочками. Из сухофруктов у меня черный изюм и курага. Их нужно предварительно замочить в кипятке минут на 5, чтобы они совсем чуть-чуть размягчились. Сухофруктов я взяла 90 грамм. Для небольшого кулича у меня очень много орехов и сухофруктов, чтобы кулич был ими наполнен. Но если вам важна низкая калорийность, то смело снижайте количество орехов и сухофруктов в 2-3 раза. Все равно будет очень вкусно. А если вам нужна очень низкая калорийность, то можно заменить их на ягоды или фрукты, нарезанные небольшими кусочками без сока. С ягодами тоже получается очень вкусно, но в этом случае я рекомендую увеличить количество подсластителя в рецепте. Все 3 варианта калорийности я указала в описании. Также нам понадобится 1 апельсин. Цедра цитрусовых добавит нереального аромата и вкуса куличу, поэтому я всегда ее добавляю. Снимаю цедру. Соединяем в блендере 100 грамм творога. Творог может быть любой жирности. В нем не должно быть лишней жидкости. Также важно, чтобы он был достаточно мягким, поддающимся измельчению. Добавляем 60 грамм йогурта. 15 грамм апельсинового сока. Его я отжимаю через сито, чтобы избежать попадания косточек. И апельсиновую цедру. Тщательно измельчаем блендером в максимально однородную массу. Кусочки цедры, конечно, останутся, а творог очень желательно измельчить до исчезновения крупинок. Добавляем сюда же 1 крупное яйцо и соединяем блендером с остальными ингредиентами. Отдельно смешиваем сухие ингредиенты. Это 60 грамм муки. У меня это мука зеленой гречки, я ее очень люблю за вкус и пользу. Но можно выбрать любую цельнозерновую муку или их смесь, если хотите сгладить их возможные привкусы. Добавляем к муке 2 грамма соды. Это 1/3 чайной ложки без горки. И немного подсластителя. Перемешиваем сухие ингредиенты. И добавляем к ним жидкие ингредиенты. Тщательно размешиваем. Тесто получается довольно густое. Выкладываем к нему орехи и сухофрукты. И еще раз размешиваем. Выпекать я буду в бумажной формочке для куличей. Такие продаются в обычном супермаркете. Это отличный вариант, если у вас нет специальной формы. Диаметр моей формы 9 см, высота тоже 9 см. Так как в тесте у нас нет масла, такую формочку желательно смазать маслом. Но если у вас формочка светлая и вы планируете подавать куличи прямо в ней, то лучше не смазывайте, так как от масла немного блекнет цвет бумаги. Правда, в этом случае снять аккуратно бумагу с готового кулича будет чуть сложнее. Перекладываем тесто в форму. Разравниваем. Остается примерно 2 см до верха, как раз настолько поднимется кулич. Отправляем в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку, а через 20 минут выпечки снижаем температуру до 160 градусов и выпекаем еще 40 минут. Готовность обязательно проверяем деревянной шпажкой. Вот такая выпуклость на куличах – это особенность моей духовки. У вас может такого не произойти. Но в любом случае это легко поправимо. После остывания кулича аккуратно снимаем бумагу и картонное дно. А неровность на верхушке срезаем ножом. Для глазури нам понадобится 1 яичный белок. Либо в моем случае это 35 грамм воды. Вместо воды можно взять любой яркий сок. И 5 грамм сухого яичного белка, альбумина. Размешиваем. В прошлом году я выкладывала рецепт куличей с 2 другими вариантами глазури. Очень рекомендую вам посмотреть и его, и выбрать глазурь на свой вкус. Чтобы сухой белок растворился, нужно дать ему постоять 5-10 минут.
Через время сухой белок легко размешивается. Если вместо воды использовать ягодный сок, получится очаровательная розовая или фиолетовая глазурь. При этом вкус ягод тоже будет чувствоваться. В этом прелесть натуральных красителей. Теперь добавляем в него 40 грамм изомальта. Можно использовать и эритрит, либо их смесь, но глазурь на эритрите имеет свойство кристаллизоваться и через время может начать скрипеть на зубах. Ставим смесь на водяную баню с горячей водой и помешиваем до полного растворения гранул. Не перегревайте массу, чтобы белок не заварился. Кто боится калорийности изомальта, обратите внимание, калорийность куличей в описании указана уже с глазурью, и она очень даже привлекательная. У меня в Инстаграме есть мега подробный пост об изомальте, его пользе и возможном вреде, калорийности, свойствах и технологии использования. Когда все гранулы полностью растворились, переливаем смесь в чашу для взбивания. Добавляем буквально полграмма лимонной кислоты и начинаем взбивать на средней скорости. Потом переключаем на высокую. И взбиваем до мягких пиков. Это значит, что когда масса побелеет, внимательно следите за консистенцией. Как только вы увидите, что за венчиком остаются мягкие пики, можно останавливать взбивание. При этом масса не спеша стекает с венчика, но сохраняет свою форму и не растекается. Именно такая консистенция нужна нам для мягко стекающей глазури с объемными подтеками. Если вам нужны тонкие подтеки, то остановите взбивание немного, не дожидаясь появления мягких пиков. Если же вы хотите, чтобы глазурь стояла на куличе плотной шапочкой, то повзбивайте еще немного до более устойчивых пиков. Перекладываю глазурь в удобную чашу для обмакивания и просто окунаю кулич. Таким способом можно получить гладкую, не очень объемную шапочку. Чтобы сделать объемные, крупные подтеки, добавьте глазури наверх ложкой и подтолкните часть глазури вниз. Получается примерно вот так. И нужно учесть, что пока глазурь не начнет подсыхать, она еще будет постепенно стекать вниз. Этого количества глазури хватит на 2 кулича с объемными подтеками или 3 кулича с более скромными. И у меня заготовлен второй кулич, его я украшу чуть менее объемными подтеками. Для этого просто наношу объемную шапку и оставляю не спеша стекать. Примерно через 10 минут глазурь уже не стекает, но еще довольно липкая. Это прекрасный момент, чтобы украсить куличи. У меня сегодня минималистичный декор. Вот такие розовые малиновые безе. Они делаются очень легко из такой же меренги, как и глазурь. Ссылку на их рецепт я оставлю в описании под видео. Вот такие очаровательные куличи получились. Простое и нежное оформление. Белая воздушная глазурь и очаровательные розовые безе. Давайте разрежем куличик. Глазурь не липнет и не трескается при разрезании. Вот сколько в нем сухофруктов. Как я и говорила, это довольно много. Но разрез выглядит потрясающе сочно. Грецкие орехи, курага и изюм – это очень вкусно, конечно. Сам кулич довольно влажный, абсолютно не сухой и очень вкусный. Апельсиновая цедра добавляет аромата. С момента покрытия глазурью прошло около часа. Она уже подсохла и стала чуть более матовой, а внутри она влажная и сладкая. На следующий день она подсохнет еще сильнее и станет совсем сухой на ощупь. Но внутри все же останется влажной, поэтому руками брать куличи за глазурь не стоит. На изомальте глазурь не засахаривается даже через 2 дня. И по вкусу она очень приятная, не такая приторная, как сахарная. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!